Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2025 год. Ну что, мои дорогие, если у вас есть сложности с просмотром этого видео, включайте VPN, присаживайтесь поудобнее, как говорится, продолжаем развиваться в условиях существующей реальности, потому что такие случаи, они у нас будут не единичны, и я скажу вам так. Запаситесь терпением на ближайшие несколько лет, потому что будет очень много всяких разных событий, которые будут постоянно выводить нас на эмоции, выводить нас из баланса и путать наши планы. Поэтому здесь, конечно же, не стоит расстраиваться из-за таких пустяков, как включение VPN, как потеря связи или как резко нам придется всем поменять вдруг планы. Потому что у нас в 2025 году на самом-то деле, я уже неоднократно говорила и в гороскопе на 2024 год, да, что у нас 2024 это такой тихий, спокойный год, а 2025 это тот год, который на самом деле нас взбодрит. Для всех по-разному он будет, он даже по-разному отыграется у козерогов. Козерог вы первой декады, второй или третий. Это будет совершенно разные эмоции у тех козерогов, которые родились в декабре, или те козероги, которые родились в третьей декаде. Ребят, сразу расскажу, первая декада козерогов это декабрьские козероги. Те, кто родились от Стрельца до окончания декабря, до 31 декабря. Все те козероги, кто родились во второй декаде, это с 1 по 10 января. И те козероги, которые родились с 11 января по знак зодиака Водолей, здесь, ребята, понимаете, что вы третья декада, уже те козероги, которые устремлены в будущее, у всех этих козерогов, почти у всех Солнце в соединении с Меркурием, поэтому у вас более развита коммуникация, более развит интеллект, развитие, вы устремлены для того, чтобы создавать нечто глобальное, да? Не скажу, что козероги других декад, они какие-то странные, нет, ребят, козероги первой декады это те козероги, которых присутствует еще вот этот стрельцовский дух, амбициозный дух, да, то есть сделать что-то ярко, с таким творческим мотивом, с творческим посылом. Козероги второй декады, конечно же, у вас история посложнее и карма посложнее, но, как говорится, вы строители. И это те строители, которым необходимо что-то обязательно создавать. И, ну что, ребят, идем дальше. У нас 2025 год, год, который нас взбодрит. Не просто потому, что у нас там какие-то новые неопределенные события. Нет, у нас переходы планет в новые знаки. И здесь, конечно же, история того, что мы начинаем 2025 с ретроградного Марса. Да, в 2024 в декабре он начинает свое ретроградное движение, будет в знаке зодиака Лев. И с января он перейдет в знак зодиака Рака. И он будет практически до конца февраля в ретроградном движении. Ретроградный Марс в Раке, который будет очень сильно напрягать козерогов, я бы так сказала, второй декады и третьей декады, да, поэтому здесь, ребята, понимаете, что вас очень будет напрягать эмоциональное состояние в семье, дома, внутренние переживания, внутренние эмоции, захочется дома навести порядок, захочется всех переделать, указать, кому что необходимо сделать, и это такая история, которая ведет к внутреннему разрушению. Постарайтесь вот эти неудовлетворенные свои эмоции пустить в работу, в бизнес. Это будет сделать сложно, естественно, но в принципе в дни рождения козерогов такой месяц, который достаточно такой собранный для вас. Это месяц, который заставляет не просто думать, этот месяц, который заставляет в таких сложных эмоциональных условиях развиваться, идти вперед. Поэтому, ребят, да, здесь, конечно же, удосужилась судьба у козерогов родиться в
январе, да, месяц, когда в основной своей массе люди все такие вокруг амебные, их сложно организовать, их сложно контролировать, потому что они не поддаются контролю, да. Поэтому здесь у Козерогов, я бы сказала, такая сложная организационная, в принципе, задача по жизни, а с ретроградным Марсом так это вообще. Идем дальше. В конце января, начале февраля у нас разворот сначала Урана, потом Юпитера. И эта история, которая будет очень хорошо влиять на Козерогов третьей декады. Ретроградный Уран, его разворот, остановка и директное движение будет прекрасно работать на Козерога вообще, в принципе, третьей декады до июля 2025 года. Поэтому, да, ребята, на полгода эта история, которая креатив, творчество, все мысли, проекты стабильные, но при этом новые, да, будут у вас получаться. Поэтому все, что вы хотели сделать со старыми проектами, со старыми эмоциями, все то, что у вас настроено уже в работу, внедряйте. Это Козероги третьей декады. Потому что 7 июля Уран перейдет у нас в знак зодиака Близнецы, и уже не будет вот этой мощной, креативной, вдохновляющей энергии, которая заставляет все делать быстро. То есть это те самые проекты, которые вы внедряете, они быстро получаются. То есть у них такой быстрый взлет. Да, есть мысли, креатив, творчество, деятельность, амбиции для того, чтобы их продвигать, и это как-то получается легко. И очень часто, когда такой гармоничный транзит Урана, мне говорят, вот это повезло, вот это же надо, какая удача, да, потому что когда Уран к нам заходит на негармоничных аспектах, мы очень часто говорим, что вообще происходит, куда делась наша удача. Так вот, Уран дает вот эту мощь глобальную, которая вот сложным проектом дает нам силы и толчок к развитию. Поэтому будьте амбициозны, не стесняйтесь. Вот на эти полгода я вам еще говорю, не надо стесняться, надо делать. Это Козероги третьей декады. Идем дальше, ребята. В этот же самый момент у нас и февраль, и январь. У нас еще по-прежнему и Сатурн, и Нептун находятся в знаке зодиака Рыбы, поэтому здесь, ребята, все, что делали, это тоже, опять же, Козероги третьей декады. У вас очень сильно вам помогает Нептун в творчество, вдохновение. Когда вам пришла мысль, и вы сразу захотели ее реализовать. Она таких не на сложных эмоциях, да, она на таких легких. Вот в прямом смысле вдохновения, по-другому это никак сказать. Ну, у кого-то, может, это работает еще пожелать. Хотя для Козерогов карты желаний, вот эта вот вся история, это... Ну, Козероги, в принципе, знак зодиака, который понимает, что для того, чтобы в жизни что-то достичь, сделать, тут карта желаний не поможет, да. Но вот этот период времени еще до конца марта будет получаться как раз-таки по вдохновению. Если вы чего-то очень сильно хотите, желаете, оно у вас будет получаться. Козероги второй декады, у вас здесь Сатурн. Прекрасный аспект, секстиль Сатурна в ваших транзитных картах. Это Козероги второй декады. Это та самая продуктивность, это то самое действие, это та самая активность. И все те дела, которые раньше не получалось сделать, у вас получится сделать. И здесь с Сатурном, я бы так сказала, до конца мая работаем, трудимся. То есть это вот движение планет, потому что потом Сатурн переходит в знак зодиака Овен. И уже этой продуктивности отточенной, работы со сложными тяжелыми проектами, сложные мысли не будут получаться так легко. Поэтому внедряйте все, я бы так сказала, в первой половине года. Да? Идем дальше, ребят. Январь и февраль. Вроде бы сложные месяца в личной жизни, да. Марс в оппозиции к Козерогу, в ретроградном движении, хочется где-то даже полениться, хочется что-то не сделать, это-то и будет история, да. Очень многие люди зависают в ретроградном движении Марса и не делают все то, что положено сделать, и поэтому здесь даже влияние, позитивное влияние планет очень часто людей расслабляет, потому что мы
иногда думаем, что если получается по вдохновению, по легкости, все, фортуна ко мне пришла. Но этот момент временный, потому что планеты переходят, меняют один знак на другой и уходят от вот этого позитивного влияния, которое было на Козерога, я бы так сказала, в 2024 году. Поэтому здесь, ребята, да, начнется вот эта история с марта. Сложная достаточно таки история у нас. Вообще март, в принципе, месяц непростой. Очень непростой. У нас в марте начинается с самого начала ретроградная Венера. Ретроградная Венера у нас, естественно, в каком прекрасном знаке будет? В том самом знаке, когда мы свойственны ругаться, свойственны пылить, раздражаться, делать то, что нам хочется, не смотреть на всех. Это, естественно, у нас будет Венера в Овне, да. У нас вообще очень сильно будет переход такой с тихих, спокойных, мутных рыб в 2025 в Овна, да. И вот эта история начнется, я бы так сказала, всего движника в марте. Но скажу так, что все события, которые будут случаться, они не в один день придут. То есть это следствие накопившихся действий, которые мы все вкупе на нашем зеленом шарике делали, совершали, да, поэтому да, с начала марта, со 2 числа у нас ретроградная Венера в Овне, с 15 марта у нас ретроградный Меркурий тоже в Овне. И вот с 14 по 29 марта у нас коридор затмений, весенний коридор затмений, который начинается с лунного затмения и заканчивается солнечным затмением. И это та история, ребят, который не растущий цикл, да, то есть это убывающий лунный цикл. И здесь, как правило, было бы хорошо либо переделывать свои старые дела, проекты на новый лад, что-то менять в работе, да, завершать какие-то проекты, в том числе было бы хорошо. Здесь история не начинать новое, заканчивать старое. И это, в принципе, будет сделать сложно, потому что и ретроградная Венера, она заставляет нас заниматься всем прошлым, бывшим, то, что мы делали когда-то, то, что в нашей жизни как-то случалось ранее, да, то есть мы как-то деньги зарабатывали по-другому. Вот то, что мы раньше делали, мы опять к этому вернемся, да. То отношения, которые были раньше, возможно, появление бывших. Поэтому очень часто, когда приходит ретроградная Венера, мне еще говорят: так, у меня нарисовался бывший. Я говорю: подожди 5 неделек, эта история закончится. Ретроградная Венера у нас начинается 2 марта и заканчивается 12 апреля. Здесь нужно понимать, что плюс еще несколько денечков с каждого конца периода накидываем, для того, чтобы понимать, что уже будет где-то какие-то звоночки, сообщения, мысли, что как-то вот мы стараемся построить бизнес по-новому, а не получаются, какие-то сложности, может опять начать зарабатывать как раньше, да, легче, зато получится, легко получится вернуться в прошлую историю. Очень быстро Венера в Овне — это резкая Венера, которой сразу встречаются быстрые романы, которые встречаются сразу, вот перестраиваем, возвращаемся к прошлому очень легко. Очень вообще нам кажется, что все это очень классно. Но когда заканчивается этот период, мы понимаем, что, а он длится больше месяца, и мы понимаем, что как-то вот оно не то. Как-то вот не того мне хотелось-то на самом деле. Я же ведь уже совершенно к другому шел, и отношения мне нужны другие. И вообще, в принципе, работа мне как бы... я со старым-то уже все, наигрался. Вот это будет такая вот история, когда нам захочется как раньше пожить, да. Плюсом, естественно, еще у нас ретроградный Меркурий, он тоже в Овне, и он у нас с 15 марта по 7 апреля. Здесь история, ребят, знаете, такая, когда будет очень легко со всеми поругаться на фоне эмоциональной волны, да, и при этом коридор затмений
Он вообще, эта история с коридорами затмения, она очень сильно влияет на глобальные мировые процессы. И мы их, живя в определенном месте, не сразу-то и замечаем. Не потому, что мы невнимательны, нет, потому что у каждого из нас своя жизнь. Мы не замечаем и не отдаем иногда должного внимания тому, что происходит. Да, где-то случилось и случилось. А вот сказать, что вот этот коридор затмений, когда он закончится в конце марта, мы на самом-то деле ощутим все то, что случилось в этот коридор затмений в апреле. И весь апрель, я бы так сказала, мы будем разгребать последствия всего того, что было сделано в марте. И казалось бы, что это были безобидные какие-то действия, даже возвращение на старую работу или начать работать как раньше, да, вот приносил нам, например, какие-то деньги наша деятельность, но она нам вообще не нравилась, да, не удовлетворяла нас морально, душевно, но деньги приносила, да, и пройдет вот этот момент, и в апреле будет понятно, к маю, что на самом-то деле это такой момент опустошения что-то, когда мы хотели вот так, а получилось совершенно по-другому. И здесь я не скажу, что потому что мы люди какие-то плохие. Нет, потому что иногда хочется как проще, да, потому что сейчас все живем в такой сложной трансформационной обстановке. И, конечно же, хочется, чтобы вот как вот хоть чуточку облегчить, да, вот свой такой сложный, тяжелый путь, да. Ребята, это, я бы так сказала, сказка ложь, да в ней намек, да. Здесь это история того, что если вы вот в этих сложных обстоятельствах соблазна вернуться обратно, скажете что себе, что нет, мне понятно, я это уже проходил, я это уже делал, я хочу, как я хочу, да, я хочу быть нацеленным на будущее, нацеленным на то, вот как мне хочется, как мне нравится, как мне душевно хорошо, да, и тогда, естественно, получится гораздо проще и легче пойти в гору, да, и тогда вот этот апрель будет не таким сложным. Очень много, наверное, буду говорить тоже про апрель, но до этого расскажу про, на самом-то деле, события в конце коридора затмений. У нас переходит Нептун, который вот так всячески с вдохновением помогал Козерогам третьей декады. Он меняет свой знак с Рыб на Овна. И здесь вырисовывается, я бы сказала, ребята, знаете, такая уже более сложная история. И вот этот Нептун начинает влиять на Козерогов первой декады. Да, ребят, это у нас дата 30-31 марта. Здесь история того, что в одном полушарии 30, в другом 31 марта. Поэтому здесь вот такая история, что смена знака Нептуна, о чем это, да? Вот Нептун был в Рыбах, это было в принципе такое затишье, это все даже мировые природные процессы проживались более-менее понятно, более-менее даже сложные моменты воспринимались, ну окей, да, то есть с мудростью. Когда Нептун меняет знак на Овна, он становится более агрессивным. В прямом смысле. Овен — это агрессивный знак. Как бы мы ни хотели к этому относиться, это агрессивный знак зодиака, который нас двигает к выяснению отношений, к дерзкому выяснению отношений, к борьбе, к действиям, к амбициозным, дерзким действиям, которые окружающим не очень-то нравятся. То есть это не миролюбивый путь. И если мы говорим про Нептуна, Нептун — это планета, которая отвечает за природу в том числе. Природные катаклизмы, да. Развитие природы, здесь, я бы так сказала, более воинственная такая история, потому что Нептун относительно природы — это и про пожары, и про катаклизмы, и про активные действия на воде. Я надеюсь, сейчас никого не пугаю, да. Это как и много воды, так это и засуха, да, то есть какие-то определенные моменты, ну, то есть места, где было чрезмерно много воды, станет ее чрезмерно мало, то есть это получится такой дисбаланс. И здесь история того, что я бы все-таки сказала, что люди начнут, в принципе, Нептун отвечает еще за глобальную миграцию, иммиграцию, переселение, и люди начнут более активно перемещаться
меняться по миру. Эти все события начнут запускаться вот как раз-таки в коридор затмений в марте. И это не будет все в один день, это будет, ребята, по чуть-чуть. Где-то одно событие случилось, где-то другое. Это если мы говорим про глобальный, да, поэтому здесь на всякий случай я бы, конечно же, приготовила загранпаспорт. У меня он есть, поэтому каждый для себя тоже подготовьте для того, чтобы в условиях каких-то сложных иметь место для маневра, да, для того, чтобы время у вас было подготовлено для этого, чтобы не переживать. Просто когда он лежит и греет душу, вы прекрасно понимаете, что в любой момент жизни вы можете себе позволить из каких-то сложных ситуаций просто поменять место жительства, и это не есть плохо. Я знаю, очень многие люди любят жить на своем месте, им там очень нравится, и это не есть плохо. Но иногда жизнь заставляет нас менять место жительства не с целью того, что как-то вот мы плохие люди, нет, а для того, чтобы мы поменяли точку зрения, поменяли свое мышление, как-то по-другому стали относиться к другим вещам ради нашего развития в том числе. Нептун в Овне — это будет развитие, более активное, более мощное передвижение в том числе. И здесь, да, скажу, что эта история Нептуна в Овне продлится не 1 месяц. Мы с вами все попробуем жить в этом состоянии. Да, и это будет не 1 месяц. В 2025 году потом Нептун уйдет в ретроградное движение, обратно вернется в Рыбы. Это уже будет осень 2025 года. И конец года мы будем проживать опять-таки. Вернется то самое вдохновение Козерогам 3-й декады и отпустит Козерогов 1-й декады вот этим сложным, депрессивным, угнетенным состоянием. Да, это я все время говорила только про Нептун, меняющий знак, как он может повлиять. Поэтому на кого он повлияет именно в этом марте, апреле, пока он будет в знаке Овна, здесь нужно смотреть по показателям, потому что для кого-то, у кого Нептун в натальной карте напряженный, вы с детства с этим напряжением живете, ну для вас события покажутся, ну окей, события и события, как бы и так-то по жизни, в принципе, эти моменты были понятны. У кого гармоничный Нептун в натальной карте, и здесь пришел этот транзит, и вы скажете, это вообще что происходит? Поэтому да, ребят, сложности застанут Козерогов 1-й декады. И здесь история того, что будет такое депрессивное состояние, угнетенное состояние, состояние, что все плохо, но при этом внутренний моторчик будет говорить, что надо действовать, действовать амбициозно, потому что Нептун меняет знак и заставляет нас ускоряться и отвоевывать свои, я бы так сказала, внутренние принципы, связанные с мировоззрением, в принципе, с глобальным мировоззрением, отношением к миру, к природе, к развитию, к будущему, к здоровью в том числе, потому что Нептун отвечает за наше ментальное здоровье, то есть не за физическое здоровье, а за наше психологическое здоровье. Поэтому, когда нам психологически сложно, а у Козерогов есть такая история, очень часто Козероги вот уже начинают физически прям болеть, когда уже мозг перестает обрабатывать вот все те сложности и трудности, которые есть. Сначала с психики начинает потом заболевать тело. И очень сложно с Козерогов вот эту историю вытащить. Поэтому все те ситуации, которые будут случаться, они будут заставлять нас как-то передвигаться, перемещаться, менять свою точку зрения, менять отношение к жизни, менять свое мировоззрение. То есть находить вдохновение там, где раньше его не было. И это, я скажу, ребят, неплохо. Для кого-то это будут сложности, для кого-то нет. Если вы хотите узнать, как повлияет Нептун именно на вас, оставляйте в комментариях к этому видео. Только обязательно, ребята, указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, относительно чего вы хотите у меня узнать по поводу вообще всего 2025 года, потому что он для Козерогов, как и для других знаков зодиака, будет очень насыщен. Ребята, идем дальше. У нас, я бы так сказала, на кону апрель 2025. И здесь история того, что да, Козероги
третьей декады у вас будет история того, что у вас еще активность, развитие, все события, которые случаются, они вам все в плюс. Вы кайфуете и думаете, вот это же надо так хорошо. Продуктивное движение, здесь и Сатурн уже перешел в третью декаду рыб и делает прекрасный секстиль вам, поэтому, да, третья декада Козероги, у вас будет прям вот все идти, все активно, все развиваться, плюсом. Еще, конечно же, не забываем Уран, который в третьей декаде Тельцов, точно так же креатив, развитие на будущее, новые проекты, запуски. Ребята, очень много историй, которые необходимо сделать, необходимо внедрить. И я скажу так, что для Козерогов третьей декады, первая половина года, она прям вот классная. Ребята, делайте, не отступайте от своего плана, для того, чтобы получалось, очень хорошо, классно, креативно и мощно. Да? Идем дальше. У нас май месяц, да. Сейчас вы меня спросите, что делать Козерогам второй декады. Я почти не говорю про Козерогов второй декады, да. Ребят, просто потому что Козерогам второй декады здесь будет Меркурий делать, я бы так сказала, квадратуру, да, к вашему натальному Солнцу. Здесь история того, что нужно учиться договариваться, нужно учиться изъяснять все, что вы хотите. И здесь задача по жизни будет, я не скажу, что она будет суперсложная, да, но я бы так сказала, ваши истории Козерога второй декады очень кармичными будут во второй половине 2025 года. Первая половина 2025 года будет для вас, я бы так сказала, таким буфером отдыха, то есть небольшое затишье, да, можно сказать, перед бурей. Те, кто давно засиделся и ничего не делали, можно и так сказать. Все те, кто идет в свое развитие, постоянно развивается, не пасует перед сложностями, идет вперед, у вас не будет так сложно. Вы просто будете, окей, хочу еще больше. Вы будете понимать, что вы справляетесь с тем уровнем сложности, который есть, и вы просто будете расти и идти вперед. Поэтому здесь, ребят, Козероги второй декады, я бы так сказала, что все эти месяца, которые я описала, для вас они не будут суперсложными, они будут в каких-то моментах, да, в каких-то моментах они будут полегче, чем у Козерогов первой декады, да. В каких-то моментах они будут беззаботнее, чем у Козерогов третьей декады, потому что основные пахари это Козероги третьей декады, потому что надо. Потому что особенно если вам 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, обязательно. То есть вы Козероги того возраста, кто активно сейчас должен подняться. Ну то есть от вас требует жизнь вот этих самых принятий сложностей и трудностей как можно больше. То есть если вы понимаете, что у вас бюрократические вопросы и заморочки, делайте. Ни в коем случае не пасуйте, они у вас будут получаться. Да, не так легко, но все эти трудности, которые будут, это для того, чтобы просто начать коммуницировать и решать сначала вот такие простенькие вопросы, а потом вам дадут еще больше. Усложняться, ребят, усложняться. 2025 год требует от нас нового уровня. То есть в 2024 мы все отдыхали. Это реально так. 2025 год – это год, когда события вот так летают, и нужно со всеми справляться. Ни одно нельзя пропустить в своей жизни 100%. Идем дальше. Апрель месяц уже рассказала, что в основной своей массе будем разбирать все то, что случилось с нами в марте, поэтому постарайтесь в марте не накосячить в личной жизни, в финансах, не провалиться в болото, не скатиться назад, в прошлое, да, то есть сложно будет этого не сделать, сложно, да, на ретроградной Венере, Меркурий, в коридор затмений, сложно будет это не сделать, последний градус рыб располагает уже прям расслабиться, да, у Нептуна. Но здесь, ребят,
понимаете, что чем сильнее вы будете противостоять, в этот, кстати, момент, когда хочется пылить, внедрите в свою жизнь спорт, прекрасно на вас будет влиять вот эта история со спортом, делайте, развивайтесь, будет хорошо. Спорт всегда помогает настраиваться на нужный лад, а уж какой спорт вам по натальной карте будет хорошо. Конечно же, всем козерогам это спорт, я бы не сказала, насколько активный, да, но чем вы злее, тем, естественно, активность, это бег, это бокс в том числе. Ну а так козерогам, конечно же, это статические нагрузки, это различные планки, различные стретчинги, различные истории, связанные с альпинизмом, скалолазанием. То есть здесь в прямом смысле подниматься наверх, потому что основная история козерогов это все-таки идти вверх к социальному статусу. Нет сил идти, ползти, подниматься на руках, альпинизм, вот это вот оно все. Знаю, о чем говорю, в свое время очень много занималась этим. Очень классная, увлекательная история, особенно у тех, у кого Сатурн в натальной карте заставляет постоянно трудиться. Поэтому, ребята, альпинизм, скалолазание вас очень сильно будет расслаблять. Поэтому да. А так как козероги это тот знак зодиака, которым чем сложнее, тем интереснее, поэтому проявляйте постоянно у себя свой интерес. Идем дальше, май. И май, скажу, ребят, начнется у нас, естественно, с разворота Плутона. Плутон сейчас идет по Водолею, он уже откатился на 4 градуса от Козерога и пойдет в ретроградное движение. С первой недели мая, с 3 числа и до 13 октября 2025 года он будет в ретроградном движении и максимально приблизится к знаку зодиака Козерог, но не войдет. Поэтому здесь будут чувствовать вот эту вот бодрость и активность, которая была в 2024 году, осенью 2024 года, да, когда были последние, я бы так сказала, градусы Плутона, когда он шел по Козерогу, да. И вот сейчас вы опять будете чувствовать вот эту нотку волнения, то есть это с мая по октябрь 2025 года. Я не скажу, что это плохо, нет, я скажу, что этот Плутон подкатится и будет давать вот этот вот задор, активность, мощь, продуктивность для построения бизнеса, для зарабатывания мощных денег, для мощного зарабатывания, да, для обретения влиятельных связей, влиятельных людей, почетных должностей в том числе, для завоевания власти, в том числе, если она вам нужна в своей работе, в достижении своего статуса. Поэтому здесь воспользуйтесь этим моментом, который как раз-таки будет у нас с мая по октябрь. Ретроградный Плутон, работа над ошибками всего того, что не получалось, как было сложно настроиться на новый лад. Поэтому здесь спокойненько работайте, мои дорогие любимые козероги, я в вас верю. Что еще у нас в мае? 25 мая у нас меняет знак Сатурн, он из Рыб переходит в Овна. И здесь история того, что да, начнется уже не просто такое немножко депрессивное состояние, которое было у Козерога в первой декаде, да, здесь уже начнется такое внутреннее чувство, что нас заставляют делать то, что нам не нравится. Это очень сильно и остро прочувствуют Козероги именно первой декады. Да, ребят, история продлится с конца мая и по начало сентября. Будет как раз-таки у нас Сатурн в Овне. Он сначала пойдет директно, в июле он развернется, как в 2024, да, и до первой недели сентября он вообще, в принципе, будет находиться в знаке зодиака Овна, потом вернется в Рыбу и отпустит. То есть здесь история того, что мы с вами, Козероги первой декады, остро почувствуем, что нас обстоятельства заставляют резко что-то делать. То есть к этому моменту будьте готовы подготовиться в финансах, потому что здесь будет такая просадка финансов, нехватка денег. Здесь будет история связана с работой, нам будет очень резко не нравиться. Нас будут заставлять делать то, что нам не нравится, если мы работаем на той работе, которую мы уже давно понимали, что она нам надоела, что мы от нее устали. Здесь, понимаете, это Козероги первой декады, да, что здесь захочется все поменять, да, будет сложно что-то делать, будет казаться, что прям остро не хватает денег, поэтому к этому моменту желательно, да,
позаботиться о всех этих вопросах, особенно если есть долги. Необходимо бы их, конечно, к этому моменту вернуть, потому что в тот самый момент, когда Сатурн поменяет знак на Овна, да, здесь... Скажу так, ну, козероги первой декады будут сложно идти финансы, заработки, да, сложно будет менять работу в этот момент, будет казаться, что старая работа, вот она не та, и новая, вот и везде все одинаково, потому что транзит один и тот же, и времени нет на подумать. Закончится этот транзит в сентябре, да, когда обратно перейдет в рыбы Сатурн, и здесь, конечно же, будет казаться, о, ну отлично, все прекрасно, все нормально, отпустит, я бы так сказала. Но эта история снова потом, ребят, вернется в феврале 2026. Вот такие события у нас грядут в мае. Я не скажу, что они сложатся как-то плохо, нет. Для козерогов первой декады будет первое время, конечно же, сложность. Но это сложность для того, чтобы понять на самом-то деле свою истинную трудность, потому что Сатурн, управитель козерога, здесь, конечно же, история всегда связана с нашим ростом, с нашей социализацией, того самого статуса, который мы мечтаем обрести. Поэтому здесь, конечно же, нужно прям немножко потрудиться, попотеть, постараться, составить себе план, исследовать ему, да. Будет сложно, но не невозможно, да. Козероги третьей декады, конечно же, здесь близкое движение Плутона к козерогам третьей декады будет давать только мощь, активности движения. Все-таки у нас еще в последних градусах находится Уран, в последних градусах Тельца. Здесь, конечно же, креатив, творчество и движение. Не хочу сказать, что у нас начнется лето для козерогов как-то сложно. Июнь будет, да, 10 июня у нас меняет знак Юпитер. Он из Близнецов выходит в Рак. И здесь история того, что начнется в прямом смысле вот здесь проверка нашими же амбициями. И начнется эта история проверки из козерогов первой декады, кто такие более приближены к Стрельцу. И здесь Юпитер начнет проверять гордыню, амбиции, все наши внутренние страхи остаться неуспешными, неудачными, нереализованными. Поэтому здесь понимайте, что у каждого начинается свой путь по-разному, у каждого он по-разному идет. И здесь история того, это я сейчас ко всем козерогам говорю, потому что в течение года от 10 июня 2025 года Юпитер будет проходить каждый градус козерога. И здесь, конечно же, он будет в разное время до всех стучать. И здесь проверочка на самом-то деле, насколько мы здраво переживаем свои неудовлетворенности, социальные неудовлетворенности, наши нереализованные амбиции. Кого мы в этом виним? Если мы виним в этом себя, то эти моменты проживаются легче. Если мы выдвигаем претензии всем вокруг, посмотрите, где у вас находится Юпитер в натальной карте, вот тем людям мы и будем предъявлять претензии, да? То есть если Юпитер находится в 4-м доме, то виноваты у нас будут вся семья, родня, родственники, или там в 3-м доме, да? Все наше близкое окружение, что из-за них мы не можем расти и достичь того самого уровня жизни. Если же у нас стоит Юпитер в 5-м доме, то здесь, конечно же, наши дети будут нам мешать. Если же в 11-м, то мы будем предъявлять претензии нашим друзьям, что именно из-за них у нас не получается все то, что мы хотим, либо там то, что они с нами не занимаются этим делом, либо наоборот, мы им доверили свою жизнь, да. Если же Юпитер находится в 10-м доме, мы будем говорить, что социальный успех дается очень тяжело, сложно, и почему у меня так, и поэтому здесь Юпитер будет давать некую такую нотку нытья, да, претензий, амбиций нереализованных. И вот на этой истории желательно не ругаться со своими близкими. Будет очень сложно, ребят, да. Юпитер, я бы так сказала, весь год проверял стрельцов. И мне бесконечно писали стрельцы, говорили, да сколько же можно, да что это такое? На самом-то деле это проверка самого себя. Если вот у нас не получилось реализоваться, как мы на это реагируем, да? Нам хочется масштаба, но когда мы к нему не приходим, и не приходим, как правило, с точки зрения лени,
да, хочется жить вот такой красивой, успешной жизнью, особенно когда начинаешь идти на поводу у Юпитера, особенно напряженного, он будет делать оппозицию к натальному Солнцу, и здесь захочется на показ вот так красиво все пожить, чтобы вот нас похвалили, чтобы сказали, как это хорошо, как сейчас модно в соцсетях выставлять на показ, но жизнь на самом деле гораздо скромнее, совершенно не такая, как вот в картинках, да, и здесь история того, что эффект будет, конечно же, обратным. Старайтесь максимально честно проходить этот период. С 10 июня 2025 года он начнется и будет по чуть-чуть каждого козерога проверять. И здесь, конечно же, история того, что первые полгода Юпитер будет проверять первую декаду и половинку второй декады козерогов, да, то есть все те, кто родились в первой половине козерожьего времени. И уже, конечно же, в 2026, ну я уже забегаю вперед, доскажу, как говорится, да, он будет проверять всех тех, кто родился с середины козерожьего периода, то есть это вторая половинка второй декады и третья декада козерогов. Да, поэтому скажу вам еще раз, что с оппозицией Юпитера развиваться бывает сложно, потому что здесь очень сильно сбивается фокус того, что мы хотим на самом деле, и у нас ощущение, что вот если мы не сделаем как популярно, как модно в обществе, что нас не похвалят, что мы не достигнем того, чего хотим, что мы не придем туда, куда мы хотим, и это будет не так круто. Нам очень часто кажется, что если мы достигнем этой самой должности, то нас похвалят, нам от этого будет хорошо, нам от этого будет радостно. Но на самом-то деле, живя, как нам гласит общество, да, потому что очень много сейчас сбитых фокусов вообще в принципе по жизни. И здесь самое главное оставаться с собой, вот кем мы родились по нашей натальной карте, какие у нас принципы, какие у нас цели, какие у нас стремления, какие у нас хобби и навыки, как мы любим их развивать. Ну, то есть если мы идем по своему плану по жизни, мы гораздо более счастливее, чем когда мы реализуем план общества, возводим себя на этот пьедестал, достигаем всего, чего хотим, и потом в итоге чувствуем полное опустошение того, что я вообще не это на самом деле хотела, это вообще не мое, я здесь абсолютно вообще несчастлив. Поэтому здесь с сбитым фокусом Юпитера очень сложно будет достигать, поэтому постарайтесь все планы и проекты реализовать или начать хотя бы внедрять до того, как Юпитер с 10 июня войдет как раз-таки в знак зодиака Рак. Потому что потом будет сложнее трезво смотреть на ситуацию. Да? И это касается июня, изменений затронет первая декада козерогов. И вы скажете, ну почему? Ну вот хорошо же все было у козерогов. У первой декады вообще все было прекрасно. Что это за год такой приходит? Ребята, это мы еще только на середине года. Да? Идем дальше. У нас июль. И июль на самом-то деле месяц очень сильно непростой. Сильно непростой. Здесь у нас из сложных событий, мощных, которые очень сильно будут влиять в том числе на козерогов. Здесь история того, что Уран у нас меняет знак и выходит из Тельцов в Близнецы. Это первая его попытка, следующая его попытка будет уже в 2026 в начале года. Но тем не менее, ребята, мы с вами все поучимся жить в новом времени. Это то самое время, которое сложно для козерогов. Козерог — это тот знак зодиака, то есть если вы про себя не все знаете и не знаете про себя, я бы так сказала, многое, в конце этого видео обязательно прикреплю ролик часовой про козерогов. Там есть очень много историй, там есть, естественно, тайм-коды, посмотреть, какую сферу жизни вам больше всего интересно. Но история здесь про то, что Козерог — это не тот знак зодиака, который любит жить в каком-то новом мире. Козероги — это те люди, которые любят стабильность, 100%. Любят стабильность в финансах, да. То есть это те люди, кому сложно дается путь к финансам, к карьере, к статусу. И вот те козероги, которые к этому пришли уже, да, сложно будет перестраиваться на нечто новое. Но если ваша деятельность связана с развитием, с интеллектом, с внедрением новых возможностей, разработок, нечто глобального, интеллектуального,
интеллектуального, да, связанного с коммуникацией, здесь будет полегче, потому что Уран, переходя в Близнецы, настраивает нас коммуницировать, договариваться, настраивает, при этом всегда теряются прошлые старые связи, да, потому что они были основаны в старом времени, на старых условиях. То есть у нас мы приходим в мир, где отваливается капитализм как таковой, да. Здесь начнется новая история, новое движение, и мир начнет очень сильно ускоряться, и вы прям мне скажете, что реально 23 и 24 год это были года, ну, такие более спокойные, несмотря на то, что мы там не могли привыкнуть к событиям, события случались, мы не могли себя настроить, но 2025 вы прям увидите с переходом Урана, как мир начнет быстро ускоряться. И Козерог — это не тот знак зодиака, особенно если вы прям по Солнцу живете, который любит вот такие резкие изменения. И с 7 июля, 7.07, Уран как раз таки меняет знак. Пропадает вот эта креативность, деятельность для Козерогов третьей декады. Здесь начинается вообще просто ускорение мира, и всем Козерогам, ну, неважно какой декаде вы родились, нужно будет просто подстраиваться под это время. Это, я скажу, история не совсем простая. Поэтому здесь, ребята, да, запаситесь терпением. Плюсом скажу, что этот момент будет, конечно, сложноватый в июле, но здесь все-таки будут нарисовываться плюсы. У нас уходит в ретроградное движение. Сначала у нас уходит, это Нептун, с 5 июля он уходит в ретроградное движение. Он на данный момент в Овне, в 3 градусе, в соединении с Сатурном. И он уходит в ретроградное движение. И уже осенью он войдет опять снова в Рыбы и будет вдохновлять Козерогов опять как раз-таки вот этим настроением, деятельностью, станет полегче, чуточку расслабленнее. Да? И 12 июля у нас разворачивается Сатурн, тоже из Овна, следом возвращается в Рыбы, и здесь тоже история продуктивности, деятельности. Все-таки получится вернуться к тем проектам, которые были ранее, работать по-старому, в старом темпе, в старом режиме, возможно, с прошлыми коллегами по жизни. Это что касается работы, да. Что касается личных взаимоотношений, то у нас с 18 июля ретроградный Меркурий, да. На фоне, конечно же, движения планет в июле, скажу, что ретроградный Меркурий это вообще, ну, такая история очень достаточно простая. Но, ребята, здесь не стоит сбрасывать со счетов, что ретроградный Меркурий у нас с 18 июля по 10 августа. Ретроградный Меркурий будет во Льве. И эта история всегда связано с нашими амбициями. Нам захочется выступить на сцене, выступить дома, ну, то есть захочется вот покричать, стать оратором таким активным, публичной личностью в том числе, захочется себя где-то проявить в разговорном и ораторском, что раньше мы хотели, думали, но не получалось. Поэтому здесь, если вы будете заниматься старыми прошлыми проектами, которые связаны с активной такой говорильным жанром, прекрасное для этого время, возвращаться к прошлому нормально. С учетом того, что у нас и Сатурн, и Нептун разворачиваются, идут, катятся назад, и это тоже, в принципе, нормальная такая история. Они будут, я бы так сказала, в трине разворачиваться, вот эта история, ретроградный Меркурий будет тоже в огненном знаке, и у нас Сатурн и Нептун в Овне, тоже огненный знак, прекрасный трин, который будет заставлять нас двигаться вперед. Поэтому, Козероги, здесь дерзайте, делайте. Не скажу, что в период этого ретроградного Меркурия нужно будет как-то сидеть, отсиживаться, ничего не делать. Нет, просто, естественно, проверяйте документы, проверяйте все то, что вы говорите. Если вы понимаете, что планы срываются, то здесь перезванивайте, договаривайтесь, не расслабляйтесь вот в этой истории. Но в целом этот период очень хорошо повлияет на Козерогов
третьей декады. Здесь не нужно очень сильно переживать, что все как-то будет плохо, и в этот момент времени, на эти 3 недели куда-то там впадать в грусть и в печаль, что все будет очень ужаться и затаиться. Нет, здесь наоборот, в период этого ретроградного Меркурия нужно выйти на показ, нужно показать себя для того, чтобы обозначить новые горизонты. При этом здесь нужно быть, я бы так сказала, в речи немножко дерзким, потому что ретро-мерк будет в оппозиции с Плутоном. Это на самом-то деле очень такая классная комбинация активных, мощных связей, нахождение тех самых людей, с кем в трудную минуту, в сложностях в бизнесе получится как раз-таки договориться, получится как раз-таки выстроить отношения. И я не скажу, ребят, что вообще в принципе лето, как таковой август, да, после разворота июльских планет в июле, как-то август будет сложный. Нет, по сравнению с августом 2024, этот август будет достаточно приятный, достаточно несложный. Здесь нет тех моментов, которые заставят нас там от чего-то отказаться. В период лишь ретро-мерка у нас еще будет, я бы так сказала, такая оппозиция с Марсом, но эта история наоборот связана с тем, чтобы мы постарались, если у нас вот этот баланс, да, есть всегда, везде, во всем есть баланс в мире, да, то есть если мы где-то выходим на публику в отношения, да, то есть на публику выходим, чтобы себя проявить, как-то зарекомендовать, да, то в отношениях нужно наоборот быть таким гармоничным, мягким, не пылить, стабилизировать, я бы так сказала, отношения, где-то даже, может быть, перетерпеть, где-то вот постараться договориться с точки зрения, потому что не получится и в личной жизни, и в работе везде быть таким оратором, не получится. Вот одну сферу, вот вы какую берете, если вы решили в личных отношениях закатить скандал, да, как говорится, ну, тогда в работе получится сложнее, да, здесь мудрость вот эту нужно взять, ребят. Я бы все-таки посоветовала здесь в работе вот эту активность, бодрость и задор, да, и в личных отношениях все-таки постараться мириться. И если же вы в работе будете мириться, соглашаться на те контракты и договора, то здесь с финансовой точки зрения будет прижимистая история, да, потому что в этот момент Марс находится в оппозиции с Сатурном, и это те дела, которые в работе будут даваться сложнее. Лучше эту комбинацию все-таки выруливать на ретроградном Меркурии, договариваться амбициозно, и уже вторая половина августа пройдет, я не скажу, что как-то вот сухо, никак, нет, она пройдет очень даже хорошо, здесь прекрасные аспекты, трины, очень много возможностей делать, зарабатывать, а хочется зарабатывать много. И на август 2025 года, дорогие козероги, я именно вам говорю, постарайтесь сделать как можно больше. Козероги же, как раз таки, вот меня спросите, козероги второй декады, как раз таки пришло ваше время, и вот оно приходит в августе 2025, как раз вы будете приходить к реализации своих кармических задач. То есть у вас северный кармический узел в транзитных картах будет проходить ваше Солнце, будет вас внутренне направлять, и вы будете чувствовать, что вы хотите, куда вы хотите прийти, для чего вы хотите сюда прийти, для чего вообще в принципе вы развивались в своей жизни. И это, я скажу, ребят, на самом деле такой очень классный момент. Решайте свои кармические задачи, у вас все будет для этого складываться хорошо. Ну, ни в коем случае это время терять нельзя. Идем дальше. Осень 2025 для козерогов, для всех козерогов будет, естественно, по-разному. У нас сентябрь месяц не очень простой. У нас плюсы. Из плюсов в начале сентября, и здесь история прям вот конец августа, 1 сентября, в зависимости от того, где вы живете, Сатурн возвращается в Рыбы, будет делать классный трин козерогам третьей декады, поэтому здесь, ребята, да, все те бешеные скорости, все те изменения, которые случились с вами за несколько летних месяцев, если вам было в них сложно, здесь опять придет та самая продуктивность, то самое спокойное, плодотворное время, когда нужно спокойно трудиться, спокойно делать свои дела. Сатурн будет всячески помогать.
Да, у нас с вами начинается еще, конечно же, не просто так, у нас еще уходит в ретроградное движение Уран. Это, ребята, у нас 5 сентября. Но он в Близнецах. И здесь история того, что все равно он будет фонить Козерогом третьей декады. Вы опять скажете, ну слава богу, все возвращается на круги своя. Ребят, ненадолго, буквально до конца 2026. Полгода это грубо, конечно, да, но на 5 месяцев это история, которая с вами случится еще раз, да, для того, чтобы перестроить свою жизнь на новый лад, потому что этого времени уже больше не будет, да, когда вот так вот было классно, фартило и везло, да, когда вот было вот это вот комбо энергии, да, когда вы скажете, что в 2024 мне было сначала сложно на это настроиться и понимать, как с этим работать, да, а скажете в 2025 можно мне еще 3 таких периода, чтобы все реализовать. Нет, ребят, всего лишь 5 месяцев с сентября начинается этот момент. Здесь, конечно же, постарайтесь это внедрить. После разворота Урана у нас с вами коридор затмений с 7 сентября по 21. Да, заканчивается коридор затмений в осеннее равноденствие не просто так. Коридор затмений в Деве – это убывающий лунный цикл. Не скажу, что будет влиять он как-то плохо и ужасно напряженно. Нет, он будет гораздо мягче, гораздо приятнее весеннего коридора затмений. Здесь история, ребят, ну скажу так, нужно просто делать. Просто, ребята, делайте, и будет хорошо. Потому что очень часто мы не делаем то, что нам нужно, застреваем в своих мыслях, в своих переживаниях, застреваем в своих обидах и усталостях. Не надо, потому что этот коридор затмения, он как раз-таки про нашу физическую усталость, про отсутствие мотивации, почему мы не делаем, потому что нам не нравится или нам лень. Наведите порядок в своих мыслях, в своей голове, но я бы все-таки поторопила вас ускоряться для того, чтобы этот момент прошел как нужно. Идем дальше, октябрь. Что касается октября, у нас, запоминаем, да, у нас заканчивается ретроградный Плутон 13 октября, и 22 октября у нас Нептун возвращается в Рыбы, и вот это вот вдохновение прекрасное, которое было, творить, создавать, и особенно если вы Козерог творческой профессии, снова к вам вернется, делайте, ребята, внедряйте, будет хорошо. Ну, здесь история того, что октябрь, конечно же, месяц, не совсем простой, но я не скажу, что он какой-то будет очень сильно замысловатый, сложный. Нет, скажите мне, пожалуйста, для козерогов этот месяц, даже если у вас будут случаться какие-то переживания, мысли, страхи, да, здесь история того, что вы сможете в них разобраться и пойти вперед. То есть здесь Лилит, я бы сказала, из Скорпиона будет давать прекрасный момент, потому что октябрь это всегда месяц, когда мы проходим определенные сложности, трудности. Но этот октябрь будет связан с тем, чтобы преодолеть трудности, страхи. Почему мы не идем в развитие? Почему мы не занимаемся всем тем, чем мы хотим? Здесь Юпитер, кстати, будет очень сильно проверять Козерогов третьей декады, и Лилит точно так же будет подкидывать страхи. Не скажу, что с помаркой все будет очень плохо, нет. Разбирайтесь, быстрее признавайтесь себе в своих иллюзиях, которые вы себе нарисовали. Чем честнее вы будете отвечать на свои же вопросы, на задачи в жизни, которые не получаются, тем проще, быстрее и легче получится преодолеть этот октябрь. Но он, в принципе, в философии своей не будет таким трудным, как многие про него, по крайней мере, всегда говорят. Идем дальше. У нас ноябрь. Ноябрь поистине месяц многих движений. Движений планет в том числе. У нас здесь и Уран возвращается в Тельца с 8 ноября. У нас здесь и ретроградный Меркурий с 10 ноября. У нас здесь и ретроградный Юпитер с 11 ноября. Ну и естественно, что под конец месяца у нас вместе с ретроградным Меркурием заканчивается ретроградный Сатурн. Да, то есть это последняя остановка Сатурна в Рыбах. Поэтому здесь, козероги, понимаете, козероги третьей декады максимально будете ощущать всю ту историю. И скажу я вам, что для вас
Дорогие мои любимые козероги, этот ноябрь месяц хоть будет и сложным, но по истечении этого ноября вы скажете, что это был тот самый классный период, который вам был нужен для того, чтобы в своей голове соединить все те несостыковки, плюсы и минусы в своей работе. История того, что идти вперед, развиваться, да. Ретроградный Меркурий, конечно же, у нас начнется в Стрельце, и закончится этот период ретро-мерком в Скорпионе. То есть у нас ретроградный Меркурий в конце месяца закончится в Скорпионе, в соединении с Венерой, в соединении с Лилит. Чувствуете, да, комбинацию? Плюсом скажу, что здесь еще будет оказывать очень сильное влияние Юпитер. И я скажу так, ребят, что козероги третьей декады — это то самое и очень быстрое движение Юпитера, когда в этом ноябре гордыней, страстью, нереализованными амбициями Юпитер будет проверять и вас. Да, и это такое, знаете, ну, классная комбо на самом-то деле, да, потому что здесь и много возможностей, потому что у меня все в классных секстилях, да, в тринах, и на вас будет влиять эта ситуация хорошо, то есть в этот момент, в этот ноябрь, главное понимать, когда вас несет. То есть главное понимать, почему вы хотите это сделать. Вы хотите это сделать сами или под влиянием обстоятельств и людей рядом. И здесь нужно это отслеживать. Поэтому я вам и говорю, сделайте вот этот план, постарайтесь создать свой план для того, что когда у вас будет сбивать вот этот фокус Юпитера, да, чтобы вы понимали, что вас не несет куда-то, у вас был реально такой четкий план. И да, план — это та история, которую можно бесконечно корректировать, вносить какие-то изменения, то есть проходят события какие-то годы, и вы понимаете, что вы поменяли свою точку зрения, и это неплохо. Сложность ноября будет в том, что захочется выяснять отношения не просто на работе финансов, захочется выяснять отношения в личной сфере. И здесь история того, что выяснение отношений любовные будут очень сильно завязаны на страхах. То есть, если же вам захочется в этот момент как бы изменить свои отношения и уйти из отношений в свободное плавание, да, то есть как-то поменять вот свою историю, то здесь, потому что здесь на этот момент Венера будет в оппозиции с Ураном. Здесь захочется выйти из отношений, бросить все и сказать, уйти в закат, я бы так сказала. История того, что получится очень легко. Сожалеть потом будет долгое и приличное время. Здесь постарайтесь понять, почему же вам хочется новизны в отношениях или новых отношений. Не потому, что вы человек плохой, потому что, скорее всего, вы не проявляете тот самый креатив и развитие в своей жизни, которое вам нужно. И здесь, конечно, я бы посоветовала бы вам внести долю новшеств и креатив в своей работе, в своей реализации, и тогда личная жизнь будет проживаться легче. На самом-то деле, конец ноября будет сложный по смыслам для личной жизни. Кому-то захочется поменять работу в том числе, да, и здесь история, она не совсем вас удовлетворит, вот эта история. Силы эмоций будет много, да, эмоциональный фон будет зашкаливать, но я не скажу, что с приходом декабря эта история вам будет нравиться. Придет декабрь, и вы скажете, вообще все стало по-другому, что это вообще со мной было за наваждением. Поэтому здесь постарайтесь максимально честно покопаться в себе. Почему в отношениях вы ругаетесь? Почему у вас эти отношения похожи на все предыдущие отношения, и вы из них выходите? Почему вы выбираете путь выйти из этих отношений? Возможно, вы боитесь того самого честного, сильного и мощного, что есть в вас, и вы боитесь, если это раскроется и вас понесет. Вы не сможете это контролировать, потому что Венера-то в Скорпионе и ретро-Мерк в Скорпионе вместе с Лилит — это история всегда, когда мы боимся отпустить контроль в какой-то сфере, потому что мы не умеем это контролировать. Мы боимся потерять свое лицо, свою репутацию в том числе, потому что мы не знаем, как на это реагировать, нас не научили. А когда-то в детстве, на фоне того, как мы смотрели на отношения родителей, нам эта история не совсем нравится. Это не та история, которую мы бы хотели запомнить, она где-то нам может быть даже неприятна. Эта история всегда очень глубинная
глубинных внутренних страхов. Но раскопав вот эту историю в ноябре, ответив честно на себе вот эти ноябрьские вопросы, вы пойдете дальше. Потому что, ребята, я не скажу, что здесь вот такая вот сложная история, что прям разрушить свою жизнь, потерять все, что есть, потерять всю эту стабильность. Нет. Но за стабильность и за свою жизнь здесь нужно будет как раз-таки поработать. Поработать не физически лопатой грести, именно внутренними своими качествами, мыслями. Кому удобно поработать с психологами? Да вы можете, в принципе, сами с этим разобраться, сесть, подумать и честно отвечать на свои вопросы. В момент, когда вы выясняете отношения с партнером, с близким человеком, постараться не уходить из этих отношений, а продолжать разговор не на высоких тонах, не с точки зрения манипулирования, а честно. Когда вот страшно признаться в этой честности, и это как раз-таки будет той самой точкой роста. И я скажу, дорогие мои любимые козероги, для вас этот ноябрь будет продуктивным, если вы будете честность, потому что честность — это основное качество козерогов, которое присуще именно вам, честолюбие, за что я, собственно-то, и люблю козерогов, дерзких козерогов, потому что не все могут себе позволить жить честно, быть честолюбивыми, вот так, как есть, да, это очень страшно. Но козероги тот знак зодиака, которым страшно, но они идут вперед. Идет дальше, ноябрь закончился, надеюсь, для вас хорошо, и декабрь. Это, как обычно, у нас месяц, когда мы подводим итоги, да. Декабрь, у нас событие в декабре заканчивает у нас, естественно, ретроградное движение Нептун 10 декабря. И здесь история того, что он находится в последнем градусе рыбы, козероги третьей декады прекрасно чувствуют это настроение, здесь еще и Плутошка рядом, все прекрасно работает. Уран в том числе помогает, и я скажу, что этот месяц будет продуктивным, но вы уже будете понимать, что как раньше не получается. Уже хочется нового уровня, уже хочется новых активностей, новых возможностей. И здесь, конечно же, постарайтесь максимально честно подводить итоги года. Скажу того, что у нас, пятится назад Юпитер по раку, делает оппозицию для козерогов третьей декады, поэтому здесь стараться быть честными перед собой гораздо важнее, чем стараться быть честными перед другими. Да? Чем честнее вы к себе и вас не несет, тем итоги года будут корректными. Они будут корректными, они не будут простыми. Где-то вы скажете, что можно было сделать и больше. Я знаю козерогов. Вы будете сожалеть, что вы не сделали всего, чего могли, и очень много эмоций сбили фокус от самого важного, от самого главного. Но я не хочу вам сказать так, что свои дни рождения нужно будет отмечать как-то печально, грустно, невыносимо. Нет. Естественно, это активное, продуктивное время, дни рождения козерогов и январь, в том числе 2026 года. Поэтому здесь, ребят, скажу так, что и январь, и забегая вперед еще добрая половина февраля, это история, которая будет очень хороша и продуктивна для козерогов. Уж, как говорится, если завершать этот сложный период, старый период, да, но Юпитер будет продолжать делать ретроградное движение, он будет до самого марта 2026 года идти в ретроградном движении. И здесь история того, что козероги второй и третьей декады будут максимально отвечать на вопросы общества. И здесь постарайтесь не обществу отвечать на вопросы, а себе. Постарайтесь сделать фокус внимания на своей жизни. Тогда не будет такого разочарования, когда вы бежали, что-то делали и поняли, что миру-то это больше не надо. Потому что мир, ребят, на самом-то деле, это история такая философская, которая сложится очень сильно в 2026 году. Когда блуждающие ретроградные планеты, Сатурн, Нептун и Уран в 2026 году окончательно займут свое местоположение, и тогда мы еще более активно, агрессивно, быстро, со скоростью, семимильными шагами начнем ускоряться. 25 год все-таки это год, когда мы еще можем и по-старому, и по-новому попробовать жить, да. И здесь бы история
конечно, бы нам совладать вот с этой энергией, быть максимально честными, потому что Юпитер будет всячески проверять нас на следование нашим же планам, идеям развития, следованием нашей философии, которую мы обрели в этой жизни. И здесь история того, что следуем ли мы этой философии в работе или следуем ли мы зову своего сердца в личной жизни в том числе, да? Строим ли мы те отношения, которые нам нужны, или они в конце 2025 года развалятся, и этот ноябрь будет очень сложный в личных отношениях, да? Скажу так, что, дорогие козероги, берегите свою вторую половинку в течение года, будьте максимально честными с теми, кто находится рядом с вами, потому что этот год, он для того, чтобы вы поднялись в социальном статусе, в развитии, да, в тех финансах, которых вы хотели подрасти много времени, но не получалось. Но здесь история того, что мы можем откатиться назад. И желательно бы весной 2025 года не уйти очень сильно назад, очень сильно захочется, да, вернуться к прошлому. Здесь желательно еще в 2024 понять, что ну вот прошлое, вот мы сейчас его проживаем, максимально извлекаем прибыль, выгоду для себя здесь. И в 25-м с весной, с коридором затмений весенней, конечно же, было бы очень хорошо уже пойти в новое, в будущее и понимать, что да, оно не будет таким радужным, как нам хочется. Так бывает. Это не хорошо, не плохо, это просто по-новому. И сложность для Козерога научиться жить по-новому, строить бизнес по-новому, брать задачи новые, мощные, более амбициозные, не бояться этого, потому что задачи от нас будут требовать совершенно новые, мы будем с вами развиваться в плане коммуникации, в плане передвижения, в плане построения бизнеса, в плане перемещения в пространстве, в том числе Уран в Близнецах будет всячески нас к этому двигать вперед. Поэтому, дорогие мои любимые козероги, не скажу однозначно, что год будет хороший, плохой, средненький или такой. Для каждого по-разному. Оставляйте в комментариях свою дату, время, место рождения. Я отвечу на ваши вопросы относительно 2025 года. Как он сложится у вас, финансы, какой-то определенный месяц, сфера деятельности, отношения. И здесь главная история – не залениться и не уйти в претензии, в депрессии, в болячки, потому что когда мы не реализуем свой потенциал, мы начинаем хворать, а в 2025 это совершенно нам не нужно. Ребят, вот такой гороскоп на 2025 год. Я надеюсь, что была полезна, надеюсь, что четко рассказала. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях. В конце видео обязательно актуальные ролики, которые вы всегда можете посмотреть, принять верные решения. Я в течение года буду их пополнять, делать максимально актуальными для того, чтобы они были в тренде, как сейчас это модно говорить, да? Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного года, потому что этот год, я считаю, год полон возможностей. Здесь не место сидеть и переживать, надо действовать. Увидимся с вами в следующем видео и всего вам доброго. Пока-пока.